Семейные традиции и ремесла– это не только наше прошлое, но и наше будущее. Почему это так? Поговорим в этом видео. С вами Анастасия Вендлер, вы на канале «Мама про рост». И сегодня четвертый, последний выпуск нашей серии, посвященной семейным традициям и ремеслам. С раннего детства я видела, как мои родители, мои бабушки, дедушки передавали знания и навыки, ценности, которые они впитывали, проживая жизнь в той среде, которую создали их прародители. Это позволяло адаптироваться знанию к реалиям современности. Ведь любое семейное ремесло представляло собой не просто способ пропитания, но и являло собой целый образ жизни всей семьи, включая такие важные качества, как любовь к труду, гибкость, способность преодолевать трудности и способность радоваться созданному результату собственными руками или собственным умом. Я с гордостью вижу, как моя дочка переняла уже так много, как с большим интересом она расспрашивает про своих бабушек, дедушек, прабабушек, исследует генеалогическое дерево, недавно заставила меня составить огромную карту поколений, допрашивая всех своих прародителей про каждого члена семьи и удивляясь, почему информация про некоторых из них забыта. Это совсем другое поколение детей, которое сейчас приходит в нашу жизнь, которое действительно стремится сохранять традиции, действительно стремится их адаптировать под наши современные реалии жизни и усиливать благодаря ним свои качества, как и качество всей семьи. Так сложилось, что мы живем в эпоху, когда время стремительно скачет, и традиции буквально иссякают на глазах, утекая сквозь пальцы. А ведь именно традиции позволяют нам оставаться теми, кто мы есть в этом стремительно меняющемся мире. И только от нас зависит, сможем ли мы сохранить их, передавая дальше нашим детям, либо они канут в лету и исчезнут безвозвратно. В каждом поколении семьи появляются мастера, способные переосмыслять и развивать старые ремесла. И наша задача – поддерживать их и вдохновлять своим примером, особенно если эти мастера – наши собственные дети. И нам посчастливилось вдохновить их своим образом жизни, перенимать наши знания, ценности и опыт. В настоящее время я особенно остро вижу, насколько важно уделять время развитию детей в контексте семьи. Ведь в конечном итоге память нашей семьи, как ячейка, вплетается в память всей страны. Из таких ячеек состоит целое государство, и только от каждой конкретной семьи зависит, насколько плотной, полноценной будет каждая ячейка в плане передачи знаний, традиций и уважения к своему роду. Сохраняя и передавая традиции, мы укрепляем связь между поколениями и закладываем мощный фундамент патриотизма, который построен не на абстрактных лозунгах, а на реальных примерах жизни реальных людей, тех, к которым мы действительно можем прикоснуться через наших родителей, через наших бабушек, через наших дедушек, через истории, которые хранятся внутри нашей семьи. И это осознание рождает глубокое чувство принадлежности к своей земле, к своей культуре, к своему народу, к своей стране. И когда наши дети понимают, что их история, история их семьи – это часть истории большой страны, они начинают ценить свои корни, начинают бережно относиться к традициям, начинают более внимательно воспринимать опыт и ценности своих родителей, прислушиваться к их словам и с большей гордостью передавать эти знания будущим поколениям. Рожденный внутри семьи патриотизм перестает быть просто лозунгом, а становится осознанием ответственности за сохранение, приумножение и передачу того, что было дано нам нашими предками. Задумайтесь над тем, какие навыки, ремесла и ценности вы хотели бы передать вашим детям и внукам, и начните уже сегодня. Поделитесь вашими мыслями в комментариях, а обязательно поставьте лайк нашему каналу, это помогает ему развиваться. Подписывайтесь и до встречи в новых выпусках. С вами была Анастасия Вендлер, вы на канале «Мама про рост» и пока-пока!